Идею построения лампового предусилителя я вынашиваю уже лет 7, а может и больше. Собственно, сам прибор по технической части на первый взгляд очень простой и имеет следующие компоненты: входной-выходной трансформатор, силовой и активные элементы звукоусиления, то есть радиолампы. Собственно и все. На первый взгляд все просто и нету ничего сложного. На второй уже становится понятно, что что-то тут не так. Больше всего вызывает вопросы входной трансформатор. В свободной продаже их найти несложно. Производством аудиотрансформаторов, в том числе и микрофонных, занимаются известные фирмы. Lundahl, Sauter, Edcore. Lundahl, Sauter, Edcore. Если мы зайдем на эти сайты, то увидим, что цены начинаются примерно с 50 евро, плюс доставка. Доставка из Европы и США стоит немало денег, поэтому для меня этот вариант сразу отпадает. В году 2015 мою голову посещали шальные мысли заказать трансформатор. Lundahl LL1538. Тогда в экономике дела были получше. В нынешнем 2021 году о заказе трансформатора не может быть и речи, поэтому выхода не было. Пришлось его делать самому. Намотать трансформатор на обычном ржавом железе не получится. В барахолках такие себе. Но эта затея была успешна с 2022 года. Так выглядит трансформатор в наши более низкоумные классические трансформаторы. Из-за малого пространства плату пришлось разместить вертикально, так как лампы помещаются в корпус только лежа. Еще пришлось искать октальные панельки для впаивания в плату. Резисторы использовал двухваттные, так как других не было. Саму плату я сделал скорее временную, так как все содержимое в будущем явно будет меняться. Все же усилитель больше экспериментальный. Сам текстолит годов 50-х, и слой меди очень толстый и травится очень долго. Ну и собственно готовая плата усилителя. Лампы 6G7 я поставлю новые, без пробега. Благо, они еще не такой дефицит. С корпусом на этот раз мне повезло, его отдал мне родственник. Они чистили от хлама офис, и среди ненужных вещей был этот коммутатор D-Link. Из плюсов он имеет ушки для крепления в рэк. Из минусов высота всего лишь 1У, и это все же маловато для ламповой техники. Уместить там компоненты все же будет тяжеловато. Разъемы я поставил XLR. Чтобы их поставить, пришлось высверлить множество мелких отверстий. Это самый примитивный способ, но фрезы у меня, к сожалению, нет. Сами разъемы я покупал еще в 2014 году. Из-за ограниченного места блок питания придется использовать внешний. Поэтому тут вместо сетевого входа пятиконтактный разъем для внешнего блока. Сам блок питания у меня выглядит так. Видео про него я не делал, так как про блоки питания информации на YouTube более чем достаточно. В свободное место, где раньше стоял импульсный блок питания, я просто поставил дополнительные анодные конденсаторы. Опять же, их пришлось ставить горизонтально. Для этого мне тоже пришлось исхитриться и делать плату из того же текстолита. Получилось как-то так. Ну и собственно так они располагаются в корпусе. В этом закутке думаю расположить входной трансформатор, так как места очень мало. Начал потихоньку добавлять провода. Обычно на этой стадии мои усилители быстро превращаются в воронье гнездо, но в этом случае вроде немного полегче. Так примерно выглядит готовый усилитель. Схема очень